Животные иногда способны удивлять нас так сильно, что после этого мы начинаем смотреть на них совсем другими глазами. Мы привыкли думать, что кошки просто гуляют сами по себе, просят еду, спят на солнце и делают вид, будто весь мир принадлежит им. Но порой даже самый обычный уличный кот может показать такую смекалку и такое доверие, что люди еще долго будут вспоминать эту историю с улыбкой. В небольшом рыбном магазине, которым владел мужчина по имени Маркус, уже несколько дней подряд появлялась маленькая кошка. Она не заходила внутрь, не мяукала у дверей и не пыталась стащить рыбу. Просто садилась неподалеку, в тени, и внимательно смотрела через витрину. Казалось, она изучала все, что происходило внутри, как покупатели выбирают рыбу, как подходят к прилавку, как протягивают продавцу бумажные купюры и получают свой пакет. Сотрудники сначала хотели прогнать животное, но Маркус остановил их. «Оставьте ее», — сказал он. «Она никому не мешает». Маркус с детства любил животных. Он не мог спокойно смотреть, когда маленькое бездомное существо искало еду или укрытие. Поэтому кошки позволили оставаться рядом с магазином. Она вела себя тихо и осторожно. И если кто-то пытался подойти ближе, она сразу убегала, но уже через некоторое время возвращалась на свое место и снова наблюдала. Покупатели тоже начали замечать эту пушистую посетительницу. День за днем она появлялась возле магазина, словно приходила на работу. Кто-то улыбался ей, кто-то пытался подозвать, кто-то оставлял маленький кусочек рыбы, но кошка редко брала еду сразу. Она будто хотела понять правила этого места. Постепенно люди стали называть ее Уискерс — усы. Имя прижилось быстро, потому что у кошки действительно были выразительные белые усики и очень внимательный взгляд. А потом случилось то, чего никто не ожидал. В один обычный день дверь магазина открылась, и Уискерс впервые вошел внутрь. Все, кто находился в помещении, сразу обернулись. Но удивило их не только то, что осторожная кошка наконец решилась зайти. В пасти у нее был сухой листок. Уискерс не метался, не пугался и не пытался спрятаться. Он спокойно подошел к очереди и встал позади покупателей, будто точно знал, что нужно делать. Люди переглядывались, сдерживая смех и удивление. Очередь двигалась вперед, и кошка тоже делала несколько шагов. Она терпеливо ждала, не лезла к прилавку и не просила еду, просто стояла, держа свой листок, словно это было что-то очень важное. Когда подошла ее очередь, в магазине стало тихо. Даже те покупатели, которые уже расплатились, не спешили уходить. Всем было интересно, что же будет дальше. Уискер спрыгнул на прилавок, аккуратно положил листок перед Маркусом и сел. Его глаза блестели, хвост был неподвижен, а весь вид говорил только об одном — он пришел за покупкой. В этот момент люди поняли — кошка пыталась купить рыбу. Она видела, как покупатели отдавали продавцу бумажные деньги. Для нее листок, скорее всего, выглядел почти так же. Она не пыталась украсть еду, не хватала рыбу и не убегала. Она принесла то, что смогла найти, и предложила это в обмен. По-своему честно, по-своему трогательно. Маркус посмотрел на маленькую кошку, на листок перед собой и не смог сдержать улыбку. «Ну что ж, малыш», — сказал он мягко, — «кажется, у нас с тобой сделка». Он выбрал небольшую рыбку и положил ее перед Уискерс. Кошка осторожно взяла добычу, спрыгнула с прилавка и быстро выбежала на улицу. Там она села у стены магазина и принялась есть свою заслуженную рыбу. В тот день об этой сцене говорили все. Покупатели смеялись, пересказывали историю друзьям и знакомым, а сотрудники магазина еще долго вспоминали, как маленькая уличная кошка пришла платить за рыбу листком. Но самое удивительное было впереди. На следующий день Уискерс вернулся. И снова с листком во рту. Один из работников, увидев ее в очереди, поспешил к Маркусу. «Твой любимый покупатель пришел», — сказал он, улыбаясь. И оплата у него с собой.
Маркус вышел в торговый зал и увидел знакомую картину. Маленькая кошка терпеливо ждала своей очереди, держа во рту очередной лист. С этого дня визиты Уискерс стали традицией. Каждый день она приходила в магазин, приносила листок и получала маленькую рыбку. Для покупателей это стало настоящим событием. Некоторые даже специально заходили в магазин в одно и то же время, чтобы посмотреть на знаменитую кошку. Уискерс вела себя как идеальный клиент, спокойно, вежливо и терпеливо. В дождь она приходила с мокрым, поникшим листом. В ветреную погоду ее оплата иногда была порванной, но она все равно приносила ее, словно понимала, за рыбу нужно что-то отдать. Маркус все больше привязывался к этой необычной посетительнице. Его семья владела магазином уже много лет. В юности он выходил в море с отцом, помогал ловить рыбу, а потом постепенно взял дело в свои руки. Магазин знал весь район, покупатели приходили туда годами. Но такого постоянного и преданного клиента, как Уискерс, у Маркуса еще никогда не было. Он начал специально откладывать для нее небольшую рыбку. Если сам Маркус был занят или отсутствовал, сотрудники уже знали, что одну порцию нужно оставить для маленького пушистого покупателя. Жена Маркуса тоже привыкла к Уискерс и часто улыбалась, наблюдая, как ее муж, суровый рыбак с сильными руками и серьезным лицом, вдруг становился мягким и заботливым рядом с этой кошкой. Со временем Маркус начал все чаще думать о том, где Уискерс проводит ночи. Есть ли у нее дом? Кто-нибудь заботится о ней? Где она прячется во время дождя? Что будет, когда придет зима? Эти мысли не давали ему покоя. Поэтому однажды он решил подготовить для кошки безопасное место. За магазином, в тихом защищенном углу, он поставил закрытую мягкую лежанку, миску с водой и немного кошачьего корма. Он не хотел заставлять Уискерс оставаться там, но хотел, чтобы она знала, у нее есть убежище. Сначала кошка относилась к новому месту осторожно. Она подходила, нюхала лежанку, заглядывала внутрь, но не оставалась. Маркус не торопил ее. Он понимал, что доверие уличного животного нельзя получить сразу. Но однажды вечером, выглянув из окна своего дома, который находился совсем рядом с магазином, он увидел, что Уискерс свернулась клубочком в той самой лежанке и мирно спит. Для Маркуса это было настоящей победой. «Смотри», — тихо сказал он жене, — «она все-таки легла туда». Жена улыбнулась. Она уже понимала, если наступят холода, эта кошка, скорее всего, окажется не только за магазином, но и в их доме. Так продолжалось несколько недель. Уискерс приходила каждый день. Иногда спала в лежанке, иногда исчезала на ночь, но утром или днем обязательно появлялась в магазине со своим листком. Все привыкли к этому маленькому чуду. Казалось, так будет всегда. Но однажды все изменилось. Маркус вернулся в магазин ближе к закрытию и сразу почувствовал тревогу. На льду все еще лежала маленькая рыбка, которую он отложил для Уискерс. Она была нетронутой. Такого не случалось ни разу. «Сегодня кто-нибудь видел Уискерс?» — спросил он у сотрудников. Они переглянулись. «Нет, босс, мы тоже заметили. Она не приходила». Маркус попытался убедить себя, что кошка просто задержалась. Может, нашла другое укрытие, может, испугалась собаки, может, придет позже. Он оставил магазин открытым еще на некоторое время, но Уискерс так и не появилась. Тогда он проверил лежанку за магазином. Она была пустой. Миска с едой и водой тоже осталась нетронутой. Беспокойство внутри Маркуса становилось все сильнее. Он пошел по кварталу, заглядывал под машины, за мусорные баки, в узкие проходы между зданиями. Тихо звал Уискерс, надеясь услышать знакомое мяуканье. Но в ответ была только тишина. Позже Маркус сел в машину и начал объезжать район. Фары выхватывали из темноты тротуары, кусты, обочины, пустые дворы. Он останавливался в каждом месте, где могла спрятаться испуганная кошка. Но поиски ничего не дали. Ночью он почти не спал.
Жена пыталась успокоить его, говорила, что Уискерс наверняка вернется утром. Но утром рыбка снова осталась лежать нетронутой. Теперь Маркус уже не сомневался. Случилось что-то плохое. Он снова отправился на поиски, объезжал улицы, спрашивал прохожих, проверял переулки. Надежда постепенно таяла. Уискерс была маленькой кошкой, а мир вокруг казался слишком большим и опасным. И вдруг, проезжая мимо парка, Маркус резко нажал на тормоз. У обочины, рядом с травой, лежал маленький комочек меха, слишком знакомый. Сердце Маркуса болезненно сжалось. Он вышел из машины и медленно подошел ближе. С каждым шагом ему становилось страшнее. Кошка не двигалась. Это была Уискерс. На мгновение Маркус подумал, что опоздал. Но потом маленькая голова едва заметно приподнялась, и кошка посмотрела на него. Она была жива, но очень слаба. На теле виднелись порезы и ссадины, задние лапы были повреждены. Похоже, ее сбила машина, а потом просто оставили у дороги. Маркус осторожно поднял ее на руки. «Держись, малыш», — прошептал он, — «теперь ты не один». Он повез Уискерс в ветеринарную клинику так быстро, как только мог. В тот момент его не волновали ни деньги, ни время, ни то, что формально эта кошка не была его питомцем. Для него она уже давно была кем-то большим, чем просто уличным животным у магазина. Ветеринары сразу приняли кошку. Осмотр показал, что травмы серьезные. Глубокие ушибы, порезы, одна задняя лапа сломана, другая сильно повреждена. Требовалось лечение, операция и долгий период восстановления. Но врач сказал, что шанс есть. «Она сильная», — произнес ветеринар. «Будем бороться». Пока Уискерс находилась в клинике, Маркус попытался найти ее возможных хозяев. Он расклеил объявления, спрашивал людей в районе, оставил информацию в местных группах. Но микрочипа у кошки не было, и никто не откликался. С каждым днем Маркус все больше понимал. Возможно, у Уискерс действительно нет дома. Эта мысль причиняла боль, но вместе с ней появлялась другая. Если у нее нет семьи, он может стать ее семьей. Когда Маркус приходил в клинику, Уискерс каждый раз оживлялась. Она тянулась к нему, пыталась выбраться из клетки, прижималась к его рукам и успокаивалась только рядом с ним. В эти моменты Маркус понимал, между ними было нечто большее, чем просто рыба и листки. Это было доверие. Он уже готовился забрать ее домой после выписки. Дома все было подготовлено. Мягкая лежанка, теплое одеяло, миски, игрушки и даже специальная подушка с подогревом, чтобы больные лапы не мерзли зимой. Но за день до выписки раздался телефонный звонок. Одна женщина сказала, что Уискерс может быть их пропавшей кошкой по имени Луна. Луна исчезла несколько месяцев назад, примерно тогда же, когда Уискерс впервые появилась у рыбного магазина. Женщина прислала фотографии, и сходство действительно было заметным. Маркус пытался радоваться. Если у кошки есть любящая семья, значит, она должна вернуться к ним. Но внутри ему было больно. Он уже привязался к Уискерс и представлял, как принесет ее домой. На следующий день семья приехала в клинику. Они волновались, надеялись и почти не скрывали слез. Но когда увидели Уискерс, женщина неуверенно сказала: «Она похожа, но что-то не так». Ветеринар открыл клетку. Уискерс сразу выбралась наружу и, не колеблясь, направилась прямо к Маркусу. Она забралась к нему на руки и прижалась к груди. На людей, которые называли ее Луной, она даже не посмотрела. Женщина попыталась погладить кошку, но Уискерс отстранилась. Когда рука приблизилась снова, кошка зашипела. В комнате повисла тяжелая тишина. Женщина заплакала. Ей очень хотелось верить, что это ее потерянная Луна, но поведение кошки говорило об обратном. Тогда ветеринар попросил медицинские данные пропавшей кошки, и вскоре все стало ясно. Луна была стерилизованной кошкой с микрочипом.
а Уискерс оказался кастрированным самцом без чипа. Как бы ни хотелось людям найти свою любимицу, это было другое животное. Пара ушла с разбитым сердцем. Позже они продолжили искать Луну, а спустя время взяли из приюта другую спасенную кошку. А для Уискерс все наконец стало ясно. Его дом был рядом с Маркусом. Когда пришел день выписки, Маркус осторожно взял кота на руки и понес его к машине. «Добро пожаловать домой, Уискерс», — сказал он. С этого дня маленький кот, который когда-то приносил листки в рыбный магазин, чтобы честно платить за еду, стал частью семьи. Первую зиму он провел в тепле, окруженный заботой. Больше всего ему понравилась мягкая игрушечная рыбка, которую он таскал по дому, будто это было настоящее сокровище. Когда потеплело, Маркус позволил ему немного гулять, но на ошейнике был трекер. Хотя вскоре стало понятно, что он почти не нужен. Уискерс не уходил далеко. Чаще всего он просто добирался до рыбного магазина, заходил внутрь и здоровался с Маркусом и покупателями. «Вот он, наш знаменитый клиент», — говорили люди. «Кот, который платил листками». Когда-то Уискерс пришел в магазин с сухим листом, надеясь обменять его на маленькую рыбку, а получил гораздо больше. Безопасность, любовь, теплый дом и человека, который однажды не прошел мимо. Иногда доброта начинается с самой простой вещи — с маленькой рыбки, протянутой голодному животному. Но именно такие поступки могут изменить чью-то жизнь навсегда. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и напишите в комментариях, верите ли вы, что животные способны понимать нас гораздо глубже, чем кажется. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые трогательные истории о спасении животных. Берегите тех, кто слабее нас, ведь доброта всегда возвращается самым неожиданным и прекрасным образом.